Всем привет! Присаживаемся. Мы начинаем секцию Interpretable ML, где мы расскажем вам и просто об интерпретируемости модели, о том, с чем ее едят. Затем расскажем про самые современные методы интерпретации black box моделей. Затем расскажем про то, какие проблемы могут вам встретиться на пути в интерпретации, и о самых современных методах интерпретации нейронных сетей. И первый докладчик у нас я. Меня зовут Ирина Голощапова. Я работаю в направлении исследований и валидации моделей X5 Retail Group. Я хотела бы вам сегодня рассказать в целом об интерпретируемости моделей машинного обучения и поделиться своим опытом, какой-то своей болью о том, как интерпретируемость нам может помочь или наоборот, чтобы бизнес принял и начал пользоваться нашими моделями. И начать мне хотелось бы с роли интерпретируемости в Data Science, и показать это я хотела бы через сближение дисциплин машинного обучения и эконометрики, которые еще не так давно были достаточно поляризованы. В машинном обучении основой моделирования у нас всегда являлось качество прогноза. То есть если вам сказали спрогнозировать, например, отток клиента, вы берете данные, начинаете пробовать разные алгоритмы, получаете какую-то модель, и в которой боретесь за качество. Вот показали хорошее качество, вы молодец. Если вас при этом просят модель еще и интерпретировать, это может вызывать негативную реакцию. Можете подумать, что я должен пожертвовать каким-то качеством модели для того, чтобы ее было проще объяснить. Нет, я так не хочу. Эконометрист же при этом живет в совершенно другом мире. Для него основой моделирования всегда является интерпретируемость. Если эконометристу говорят «спрогнозируй мне отток», он будет составлять сначала теоретическую модель мира, он подумает о том, что субъект оттока — это клиент, что у него есть какая-то функция полезности, и вот такой вот набор факторов может на эту полезность влиять. И в итоге он составит какой-то список там, из 5 или 10 факторов, за каждый из которых он будет отвечать головой, понимая, что вот именно он влияет на отток. Качество его модели получится, скорее всего, значительно хуже, чем у того, кто делал все с помощью машинного обучения, но при этом каждый механизм влияния факторов будет понятен. Если же эконометрист действует наоборот, то это тоже в эконометристе вызывает негативную реакцию. Если эконометрист сначала смотрит на данные, то ему говорят, что он занимается дейта-майнингом, и это что-то плохое. Но при этом постепенно обе дисциплины начали сближаться, потому что и в машинном обучении стало понятно, что не всегда блэкбокс-модели хорошо начинают работать в продакшене, а еще иногда заказчики хотят, чтобы им модели объяснили. На эту тему был как-то очень хороший доклад от Яндекса, как Яндекс металлургам помогал. И эконометристы поняли, что неплохо бы научиться программированию, и что есть вот такие вот ребята, да, которые через программирование как-то круто все делают. И, на мой взгляд, это все сблизилось в дисциплину Data Science, в которой достигнут некий баланс интерпретируемости и качества прогнозирования, а интерпретируемость является необходимостью для принятия моделей бизнесом. Так что же такое интерпретируемость моделей? Вот можете поднять руки те, кто сейчас может прям встать и объяснить, что же такое интерпретируемость моделей машинного обучения? Я вас плохо вижу, но вот вижу одного человека. Ну, не знаю, успеют ли до него добежать. Давайте я попытаюсь, наверное, все-таки угадать, что вы хотели сказать. Первый, наверное, ответ логичный, что модель должна быть понятной и вызывать доверие. На самом деле такой ответ вызывает еще больше вопросов. Что значит понятной, что значит вызывать доверие? Должна ли модель быть, вот логика ее воспроизводима не специалистом? Наверное, должна. А алгоритм, который вы используете в модели, должен быть понятен заказчику или нет? Наверное, должен. А что в нем должно быть понятно? Наверное, те фичи, которые вы используете, параметры вашей модели, тот алгоритм оптимизации, который вы используете. Должно ли быть понятно поведение модели вне периода обучения? Что в этом должно быть понятно? Наверное, должно быть понятно то, как модель формирует предсказания. А что из этого? Конкретный пример интересует заказчика или системное воздействие ваших предикторов на целевую переменную? Или, может быть, на самом деле интересно, есть или нет эффект только одной какой-то переменной? А может быть, нужно понять, что параметры модели, вот если их как-то подвигать, что с моделью произойдет, и можно ли это интерпретировать?
Или, может быть, на вход модели нужно подать какие-то новые сложные данные и посмотреть, что с ней произойдет. Но из всего этого становится понятно, что довольно сложно понять все-таки, что такое интерпретируемость. В ней много слоев. И на самом деле вот все эти пункты, которые выскакивали, я их не сама придумала. Почти про каждый из них написана отдельная хорошая статья, которая разбирает каждый из этих вот вопросов. Как-то классифицировать, категоризировать интерпретируемость модели пытались многие. Мне больше всего нравится категоризация, которая представлена в статье Липтона 2017 года, где он делит интерпретируемость на две части. Глобально на потребность в интерпретируемости, которая есть у заказчика, у бизнеса, в условиях того, как собираются моделью пользоваться. И также у интерпретируемости есть свойства, которыми мы должны отвечать на эту потребность. И задача Data Scientist, собственно, сметчить потребности, свойства, подсветить именно те свойства, которые соответствуют нужной потребности, и не подсвечивать остальные. Какие могут быть эти потребности? Это доверие к результату. Как часто и для каких примеров ваша модель дает верный прогноз? Это причинно-следственные связи, когда мы хотим понять какие-то системные закономерности в реальном мире. Это применимость вашей модели, как она себя будет вести в реальных условиях, в каких-то сложных ситуациях, в меняющейся среде. И самое главное, будет ли она при этом давать результат лучше, чем человек. Это информативность, как модель может помочь бизнесу принять решение. И справедливость и этичность – это проблемы дискриминации и права на объяснение моделей. Актуально, наверное, не для всех, но полезный пункт. Свойства описываются более просто. Это прозрачность модели и интерпретируемость постфактум. Прозрачность модели, в ней что может быть? Это воспроизводимость логики, то есть в целом поверхностное понимание того, как от входа до выхода у вас модель работает. Декомпозируемость – это когда вы модель можете разобрать на кусочки и каждый кусочек отдельно объяснить. Это хорошо, наверное, пример здесь привести дерево решений. Его можно на любой кусочек разбить и этот кусочек объяснить. И прозрачность алгоритма обучения – это все о том, как вы, собственно, модель обучили, как параметры подобрали, как все сделали. Про интерпретируемость постфактум дальше будет замечательный доклад. Я здесь концентрироваться не буду, лишь скажу, что это могут быть какие-то текстовые объяснения, ради которых можно тренировать отдельную модель. Это очень много визуализаций различных, это локальное объяснение, когда вы объясняете конкретные предсказания модели, может быть, даже как-то упрощенно, и объяснение примерами, когда у вас модель дает какой-то результат и показывает, что вот при таких 10 очень похожих случаях модель давала такой же результат, и это было верным. Теперь предлагаю разобрать отдельно каждую потребность и подумать, какие же свойства интерпретируемости ей отвечают. Для этого нам нужно как-то представить жизнь Data Scientist. Мне кажется, она представляется вполне неплохо 5 этапами. У нас есть какой-то реальный мир, мы о нем собираем данные, на основе этих данных строим какую-то модель, эта модель дает предсказания, и все это мы несем бизнесу, который очень часто примерно вот с таким лицом смотрит на наше творение. Вот. И наша задача сделать вот это лицо довольным, чтобы бизнес принял нашу модель и начал ей пользоваться. Так что же такое доверие к результату? Повторим еще раз. Чаще всего это предсказание модели в каких-то отдельных кейсах, которые сидят вот в этой сомневающейся голове. Если это так, обязательно выясните, что это за кейсы, и покажите, объясните предсказание модели именно в них. И кроме того, это, конечно же, общее влияние ваших предикторов на целевую переменную, то есть все, что вы можете об этом сказать. Соответственно, здесь у нас концентрация именно на этапе предсказания. И свойства, которыми мы должны отвечать, чтобы заказчик стал доволен, это интерпретируемость постфактум. Акценты здесь какие? Это показать визуально простой график, там, feature importance и какие-то графики, которые показывают воздействие каждого параметра на целевую переменную. Если это отдельные кейсы, то нужно дать локальное объяснение или в некоторых случаях, если это будет лучше, то объяснение примерами. Также могут интересовать характеристики качества, но здесь очень важно, что это вторично. Не нужно на этом концентрироваться. Лучше дать какую-то одну метрику, которая лучше всего будет выражена в деньгах и понятна заказчику. Об этом была вчера прекрасная секция Email Economics. Приведу пример здесь. Прогноз на основе линейной регрессии, хотя это может быть совершенно любая модель. Вот задали вам задачу
сделать прогноз зарплаты Data Scientist, например, и вы почему-то там выбрали, что вы сделаете линейную регрессию, сделали замечательную модель и приносите вот такие графики, показываете, что вот она моя регрессия, вот графики остатков, там закономерности между остатками и предсказанными значениями нету, остатки распределены нормально, все прекрасно, а заказчик на это смотрит и говорит: ой, а что-то вот в прошлом году там весной как-то вот ошиблись вы вон вверх, а потом на следующий месяц вниз ошиблись, как-то мне непонятно, и вообще я не знаю, смогу ли я таким пользоваться или нет. Нет, не могу я так. Вот у меня примерно такой кейс и был, после которого я просто ушла грустная и задумалась, что же мне делать. И поняла, что в принципе действительно человека интересует весна там определенного года больше всего. И после этого я вернулась просто с одним графиком. Это стандартный график водопад, в котором я показала: вот смотрите, весной прошлого года было вот так. Вот этот фактор повлиял на плюс, второй фактор еще чуть-чуть прибавил, потом третий убавил и четвертый убавил. И получилось вот столько. Модель это объясняет вот так. И такой же график я вам могу построить вообще для любого периода, для которого захотите. Этот график волшебным образом изменил ситуацию, модель тут же приняли, она оказалась полезной и работает до сих пор. Соответственно, причинно-следственные взаимосвязи. Это мы должны ответить на вопрос, можем ли мы с помощью нашей модели понять какие-то гипотезы реального мира. Соответственно, здесь мы думаем и о предсказании, и о мире, и данных, которые мы о нем собираем. Что же здесь нам нужно делать? Самое важное здесь — это прозрачность модели и, на мой взгляд, здесь акцент на ее декомпозируемость. То есть вы должны быть способны объяснить влияние на целевую переменную каждого вашего предиктора и любого их взаимодействия. Если при взаимодействии каких-то предикторов влияние меняется, вы должны это обязательно показать и объяснить. То есть как вот делают, например, эконометристы. Они дают какие-то там характеристики качества модели, а дальше текстом объясняют каждое взаимодействие. То есть, например, фактор 1 воздействует положительно на целевую переменную, потому что запускается вот такой-то процесс. Это обязательно должно быть все приведено и понятно. Это, наверное, тот случай, когда можно пожертвовать сложностью модели ради того, чтобы можно было объяснить влияние предикторов. Здесь также могут быть полезны визуализации. Если вы даете там feature importance, то лучше дать их со знаком воздействия. Текстовые объяснения тоже иногда могут быть полезны. Пример, который мне здесь нравится, это пример прямо из статьи вот Липтона. Казалось бы, если вам нужно выбрать, если потребность бизнеса в причинно-следственных взаимосвязях, то выбор, казалось бы, очевиден между приведенными тремя алгоритмами. Но автор оспаривает это и говорит, что выбор на самом деле далеко не очевиден, потому что все в наших руках. Мы всегда можем усложнить линейную регрессию настолько, что она будет сложнее, чем простая нейронная сеть. И это будет происходить в погоне за качеством. То есть мы можем очень сильно усложнить фичи, которые мы подаем на вход линейной регрессии, перемножить, поделить, вычесть там что-то, что это уже будет абсолютно необъяснимая какая-то сущность. При этом нейронная сеть чаще всего берет на вход какие-то сырые необработанные данные, и она может быть там компактной и простой. А дерево решений при этом может быть супер длинным. Что касается применимости модели, нам нужно здесь понять, каково будет поведение модели на реальных данных при каких-то сложных примерах. И также очень важно обращать внимание на то, будет ли наша модель менять саму среду, и будет ли она валидна, соответственно, когда она начнет действовать. Здесь уже акцент и на саму модель, и на предсказание, и на реальный мир. Что же здесь нам делать? Здесь важна интерпретируемость постфактум и воспроизводимость логики вашей модели, то есть один из аспектов прозрачности. Какие акценты? Вам нужно обязательно показать устойчивость результатов вашей модели к каким-то новым данным и к сложным примерам. Об этих сложных примерах можно с заказчиком опять же поговорить. И то, что из моего опыта следует, я предлагаю такие модели сразу отдавать даже на первую там проверку какую-то, на первое обсуждение в виде простого приложения, которое можно заказчику дать и которое он может сам поковырять, в котором он может поменять параметры вашей модели, получить результат, в котором он может какие-то сам данные загрузить там в Excel, не знаю, и что-то там поменять, какой-то параметр сложный, и чтобы он увидел, что результат модели все равно остается хорошим. В Iveri и в Python есть хороший инструментарий для того, чтобы делать эти приложения. Там вот в Python Dash и Plotly хорошая комбинация, а в Iveri Shiny HTML виджеты, которые существуют уже довольно давно.
Примеров здесь можно привести много. Вот, например, в статье Каруана и соавторов от 2015 года обсуждается модель вероятности умереть от пневмонии. И почти большинство моделей дает такой фактор, что если вы уже болеете астмой, то вы с меньшей вероятностью от пневмонии умрете. На самом деле такой пример, он и к причинно-следственным взаимосвязям хорошо подходит. То есть понятно, что здесь дело, конечно же, не в том, что вы астмой уже болеете, а в том, что вы лучше находитесь под врачебным контролем. То есть вы, скорее всего, более своевременно получите врачебную помощь, если у вас есть такое серьезное заболевание, как астма. Но при этом, если мы такую модель запустим в прод, понятно, что мы будем, наверное, лечить меньше тех, кто уже болеет астмой, и довольно быстро выровняем риск смерти, и модель уже станет неприменимой в данном случае. Следующий пример — это довольно стандартные вещи, связанные с конволюционными нейронными сетями и адверсариал-атаками, когда человек очень легко видит ошибку, а сеть, собственно, ошибается. Здесь я специально не привожу каких-то картинок, для этого можно прочитать прекрасную статью, посмотреть. Следующий пример — это извечная борьба скоринговых моделей и мошенников. Когда у нас есть, например, параметр скоринговой модели число открытых счетов, им довольно легко манипулировать. Следующая потребность — это информативность. О чем она? Как модель может помочь мне принять решение? Соответственно, здесь акцент уже только на предсказании и на взаимодействии с бизнесом. Здесь нужна, опять же, интерпретируемость постфактум, и обязательно нужно акцентировать внимание на удобстве в использовании. То есть мне не важно, что там у вас в кишках вашей модели, мне важно, поможет ли она мне в нужный момент времени, смогу ли я что-то сделать лучше, чем без модели. Здесь, соответственно, очень важно удобство в использовании и наглядность. Для этого, опять же, есть убийственная комбо where, это Flex Dashboard, HTML виджет и Formattable. Об этом я хотела даже доклад на секции по визуализации делать, но обо всем не расскажешь. В Python очень любят Plotly, и советую не забывать про анимацию. Она очень впечатляет и тоже может многое вам дать в объяснении. Популярно также объяснение примерами. Пример здесь какой я хочу привести. Когда-то в жизни мне приходилось предсказывать системные финансовые кризисы. Это был большой проект, в котором мы сделали там довольно большую работу над временными рядами. И в итоге вот один там сводный индикатор, он как-то себя вел, и динамически каждый день высчитывались пороги. Если индикатор выше этих порогов находится, то значит мы считаем, что сегодня есть системный финансовый кризис. Но заказчику никак нам не удавалось эту модель отдать. Они понимали, что алгоритм хороший, вроде придраться не к чему, но при этом не было понимания, поможет ли эта модель в нужный момент времени предсказать вот следующий финансовый кризис. Ведь пороги высчитываются динамически, а может быть начнется какая-то ерунда. И ситуацию изменила, когда мы просто запустили анимацию, представив, что мы живем в реальности с середины 2014 года, и показали, как бы вот все происходило, вот сейчас, да, запустилось сначала, если бы мы вот от середины 2014 года шагали. Эта анимация тоже переломила ситуацию, все стало видно, что в нужный момент времени все будет адекватно, никаких там шоков страшных не произойдет. Модель приняли, опять же, насколько я знаю, используется и по сей день она. Перешли к справедливости и этичности. Здесь два основных вопроса. Это как модель приняла решение в моем случае и соответствовало ли оно нормам закона и морали. Здесь, соответственно, у нас очень важно обратить внимание на саму модель, на то, как она дает предсказания. Здесь важными являются все аспекты прозрачности. И воспроизводимость логики, и декомпозируемость, и прозрачность алгоритма обучения. То есть вы должны объяснить о вашей модели все, о том, как она действует. Соответственно, какие здесь примеры могут быть? Вот в ЕС очень интересно, уже есть некоторые законодательные акты, которые регулируют, собственно, справедливость и этичность в машинном обучении. И там есть очень интересный пункт достижимость положительного результата. То есть если вы в вашу модель зашили признаки там, половые и расовые, то понятно, что будут какие-то категории людей, которые не смогут достигнуть положительного результата. Хотя, конечно, там сестры Вачовски в данном случае усмехаются. Также очень много всего написано про проблемы дискриминации. Какие же выводы из моего рассказа? На самом деле вывод, он один, который я хочу. Всегда нужно думать. Вообще это всегда полезно. Но своим выступлением я хочу сказать, что нужно думать, как будет использоваться ваша модель и для чего заказчику в данном случае нужна интерпретируемость. И делать это нужно
обязательно перед построением модели. Не во время и не после. Это сэкономит вам кучу времени и сил. Вот. Большое спасибо за то, что выслушали. Какие у вас будут вопросы? Да. Сколько у меня времени на вопросы, скажите мне, пожалуйста? 5 минут. Добрый день, спасибо за доклад. Я хочу задать такой странный вопрос. Если вспомнить психологию человека, есть такое когнитивное искажение и из него растущая психологическая защита механизм, как рационализация. Когда для обоснования своего решения человек дает абсолютно красивые, логичные обоснования, не имеющие отношения к действительным причинам решения. Вот, собственно, вопрос. Если говорить об интерпретивности постфактум, насколько часто мы можем получить такое случайно? И если уж мы находимся в зале Black, как мы можем сознательно использовать подобное? Ну, на самом деле, вы очень хороший вопрос задаете. Если вы достаточно долго работаете в Data Science и являетесь экспертом в какой-то предметной области, то действительно вам достаточно легко практически для любого результата модели найти объяснение. Вот. Но при этом нужно понимать, что вы, передавая свою модель, тоже будете общаться с людьми, понимающими в бизнесе, и какую-то ерунду отдать им будет все-таки сложно. То есть вы все-таки будете проходить какие-то критерии качества среди экспертов, и поверьте, ерунду они чаще всего не пропустят. Что касается того, насколько может результат быть случайным, для этого я думаю, что на текущий момент очень много методов для проверки этих вещей, и об этом как раз будет следующий доклад. Добрый день, спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, вот когда вы говорили про причинность и про модели, да, я как бы не до конца понял. То есть, по моему ощущению, чтобы идентифицировать причинность, нужно работать с данными, точнее говоря, с процессом генерации данных. Если нам удается экзогенно в него внести вариацию через эксперимент, тогда мы можем говорить про причинность. Но модель, строго говоря, все равно вытащит лишь корреляции из данных. Да, спасибо за вопрос. Здесь у меня нет цели рассказать про методы определения причинно-следственных связей все-таки. Я говорю лишь здесь в контексте интерпретируемости. То есть, допустим, вы использовали правильные методы, чтобы действительно быть уверенным, что это причинно-следственные взаимосвязи, подключили к этому голову, и вы уверены, что действительно такие взаимосвязи существуют, и дальше вы уже как несете это все бизнесу. Я рассказываю про это. Но при этом мне очень нравится этот вопрос, и мне кажется, что на самом деле назревает для следующего Data Fest секция по Causality ML. Кто бы на такую секцию пришел? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот здорово, на самом деле. Я думаю, что мы сделаем. Еще вопросы? У меня такой вопрос. Вот внутренняя уверенность, если говорить не про бизнес, а про ДСов, то внутренняя уверенность, она основана вроде, у меня, по крайней мере, на процедуре валидации. Вот. Удается ли вот эту вот внутреннюю уверенность как-то расшарить с бизнесом? То есть пробовали как-то, нет? Честно говоря, не совсем поняла вопрос. Внутренняя уверенность основана на валидации? Есть ли положительный кейс строить диалог с бизнесом, что вот мы бы использовали такие методы валидации, и вот нам они показывают, что модель валидна. Вот. Без объяснения причин, почему она валидна. Мне кажется, как раз нужно обходиться без того, чтобы рассказывать бизнесу о том, как вы валидировались, а рассказывать именно о результате, причем вот в том контексте, который бизнесу интересен, исходя из того, как эта модель будет использоваться. То есть как раз если вы будете рассказывать, что вы провели над вашей моделью вот такой тест, такой и такой, и все они там статистически значимы, это значит, что ваша модель прекрасна, вас слушать перестанут после слова «статистический».
И как раз уверенности бизнесу в том, что эта модель правильная, не добавит. Ему нужно понимать именно, как эта модель поможет и будет ли она правильной, когда она будет использоваться.